Всем доброго времени суток! На обзоре у нас стабилизатор для экшн-камеры Feiyutech модель WG2. Многие уже, наверное, знают, для чего нужен стабилизатор, ну а для тех, кто не знает, я вкратце объясню. Стабилизатор нужен для того, чтобы стабилизировать наши изображения. Хотя во многих экшн-камерах уже есть электронный стабилизатор, но он не всегда справляется со своей задачей. Да и к тому же картинка урезается, чтобы хоть как-то стабилизировать наше изображение. В основном мне он нужен, чтобы снимать мои велопокатушки, а также для плавных съемок. А использовать я его буду вместе со своей экшн-камерой CG-Cam S6 Legend, на которую, кстати, сейчас и ведется съемка. Итак, для начала расскажу о стабилизаторе и его характеристиках. Затем покажу режимы работы, а также расскажу о приложении для телефонов для управления стабилизатором FeiYuOn. И расскажу об обновлении прошивки данного устройства. К сожалению, в этом обзоре не будет тестов стабилизатора, так как я уже говорил, стабилизатор брался для велопокатушек, а сейчас на улице снег, он обильно тает и возможности протестировать в данный момент нет. Но как только снег растает, станет сухо, я сразу примусь за тесты, сниму ролик. Ссылочку на обзор я скину в описании, а также она будет в правом верхнем углу. Кстати, если кому-то нужно протестировать стабилизатор в определенных условиях или у вас останутся вопросы, пишите, оставляйте их в комментариях. А также хочу посоветовать свою страничку в Instagram. Там вы узнаете о закулисной жизни канала, моих планах на будущее, а также увидите меня с другой стороны. Ссылочка на страницу будет в описании. Итак, поехали! Стабилизатор идет вот в такой плотной коробке. Внутри находится конверт, в котором лежит инструкция на английском и русском языке. Ее вы можете скачать по ссылке в описании под видео. А также есть гарантийный талон. Сам Steadicam находится вот в таком чехле на молнии, а также в нем лежит переходник кронштейн для камер Session и кабель micro-USB. Feiyutech WG2 – это первый трехосевой водонепроницаемый стабилизатор. Его можно погружать на глубину до 1 метра с продолжительностью до 30 минут. Но по отзывам я вам этого делать не советую. Максимум, что он выдержит, это дождь. Еще одной особенностью Steadicam является универсальность. Он подходит абсолютно для всех камер GoPro, в том числе для моделей Session, а также для камер CG-Cam, Xiaomi и других аналогичных по размеру камер. Стабилизатор оснащен двумя гнездами 1/4 дюйма, один внизу, а второй сбоку. Разъем USB закрыт резиновой заглушкой. Спереди есть световой индикатор, который оповещает разными цветами о режимах работы, а также о режиме инициализации и разряде батареи. С противоположной стороны находится кнопка включения. Низ и бока имеют резиновые вставки для удобства использования. Чтобы начать пользоваться стабилизатором, нужно снять пластиковый фиксатор оси. Steadicam может работать в 6 положениях. Максимальное время работы 2,5 часа. Вернемся к индикатору. Во время включения Steadicam индикатор горит зеленым. Одна голубая вспышка говорит о том, что включен режим панорамы. 2 голубых вспышки – режим панорамы и наклона. А 3 голубых вспышки указывают на то, что стабилизатор в режиме ожидания. Если горит постоянно голубым, значит он в режиме блокировки или инициализации. Быстрое мигание голубым сигнализирует о сбое инициализации. На низкий заряд батареи указывают 3 красные вспышки. А быстрое мигание красным означает переход в режим ожидания или выключения стабилизатора. Установка камеры производится благодаря 2 болтам. Для разных камер предусмотрена механическая калибровка с помощью кронштейна. Он служит противовесом. Его можно двигать влево или вправо. Это позволяет Steadicam справиться практически с любой камерой. Для калибровки Steadicam, если вдруг камера завалена на бок, нужно нажать на кнопку 5 раз и положить стабилизатор на ровную поверхность. А после окончания калибровки Steadicam автоматически включится. А теперь покажу режимы работы.
Включается стабилизатор долгим нажатием на кнопку. По умолчанию стоит режим панорамы. В этом режиме горизонт зафиксирован. Устройство плавно повторяет ваши движения, но камера всегда параллельна горизонту. Однократное нажатие переводит Steadicam в режим блокировки. В этом режиме стабилизатор фиксирует камеру на одной точке по всем осям. Чтобы вернуться обратно, нужно опять нажать на кнопку один раз. Режим панорамы и наклона включается нажатием на кнопку два раза. Стабилизатор повторяет движение предмета, на котором установлен по всем осям. В этом режиме однократным нажатием выполняется переход в режим блокировки. При нажатии на кнопку 3 раза Steadicam разворачивается на 180 градусов. Чтобы развернуть его обратно, нужно опять нажать на кнопку 3 раза. Долгое нажатие, пока индикатор не начнет мигать красным, включает режим ожидания. Режим автоповорота – это возможность задать движение Steadicam в автоматическом режиме. Включается при нажатии на кнопку 4 раза. Затем нужно установить стабилизатор в исходное положение. Далее нужно нажать на кнопку для фиксации. Затем нужно повернуть стабилизатор в нужное вам положение. Опять нажимаем кнопку, чтобы записать конечное положение. Настройка скорости оборота и времени оборота производится через приложение FeiYu-On. Кстати, я уже использовал этот режим в своем ролике про компьютерный стол. Ссылка на него будет в описании, а также вверху экрана. Стабилизатор можно крепить к моноподу, на шлем, на велосипед, мотоцикл и так далее с помощью специального крепления. Для стабилизатора есть специальное приложение FeiYu-On. Есть для Android, а также для iOS. Это приложение позволяет управлять Steadicam удаленно. Рассмотрим его поподробнее. Чтобы подключиться к стабилизатору, нужно скачать приложение с Play Market. Затем включить Bluetooth на телефоне и зайти в приложение. В приложении нужно выбрать свою модель стабилизатора и нажать Connect. Выбираем стабилизатор в списке и попадаем в режим управления стабилизатора. В центре мы видим джойстик. С его помощью можно разворачивать Steadicam влево, вправо, вверх и вниз. Внизу можем выбирать режимы работы, а кнопкой Reset можно сбросить положение стабилизатора к начальному уровню. Зайдя в параметры, можно настроить моторчики, скорость реакции на повороты, настроить джойстик, а также настроить режим автоповорота, о котором я уже рассказывал. Для сброса настроек по умолчанию есть пункт Restore Default Setting. Вкладка Firmware Upgrade служит для обновления прошивки стабилизатора. Для этого нужно нажать на Gimbal Upgrade и нажать на ОК. FeiYu-On проверит наличие обновлений и сообщит вам о новой версии, если она есть. Если ее нету, то будет написано как у меня. Это значит, что у вас стоит самая новая версия прошивки. А также прошивку можно обновить через компьютер. Для этого нужно зайти на сайт производителя и скачать файл прошивки и программу обновления для Windows. Драйверов для операционной системы Windows по какой-то причине на сайте нет. Есть только для macOS. Можете заглянуть в описание под видео и скачать драйвера по ссылке. Эти драйвера мне прислала служба поддержки FeiYu-Tech, в которую я обратился по данной проблеме. Затем подключайте стабилизатор к компьютеру кабелем из комплекта. Устанавливайте драйвера и программу прошивки.
Открыв программу, она сообщит версию стабилизатора. Если она совпадает со скачанной прошивкой, то обновлять Steadicam не надо. Если прошивка ниже, то следует обновить устройство. Что меня порадовало в стабилизаторе, так это бесшумные моторчики. Отличное качество сборки, легкое управление, компактные размеры, установка практически любой экшн-камеры, а также приложение для тонкой настройки Steadicam. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить тест данного устройства. А также ставьте палец вверх, если обзор вам понравился. Всем добра и удачи! What's up, people? I don't make it feel return.